Всем здравствуйте, меня зовут Сибирика, добро пожаловать на мой канал Сиби Лав Таро. Сегодня расклад «Ваш будущий муж». Постараюсь сделать его коротким, чтобы он не растянулся на час с лишним. Просто возьму по колодам и на колодах все посмотрим. Сначала посмотрим вас. 3 варианта будет, 3 разные колоды. Ваша сигнификация. Карты переворачиваются. Такое ощущение, что здесь женщина уже не верит в любовь. Судя по перевернувшимся картам. Так, какая вы? Ну, в данный момент карты показывают, что вы как будто обнулились, вы изменились очень сильно и внешне, и внутренне, поменялись как личность, то есть совершенно другой человек. Наслаждаетесь своим домом, уютом, теплом, возможно, у кого-то есть собачка небольшая, и, в принципе, пытаетесь держать себя в балансе, в гармонии, да, чтобы не кидало из стороны в сторону. Такая успокоенная здесь женщина, которая над этим долго работала. Так, устали бороться. Такое ощущение, что боролись здесь за семью, чтобы сохранить семейные отношения, да. Много вынесли уроков из этого. Что борьба это бессмысленная была, что нужно было отпускать. Здесь вот именно сильно долго боролись, тянули, вытягивали, пытались что-то вытягивать. Опять же говорю, борьба, разбитое сердце и потом понимание того, что а зачем оно вообще надо, зачем вот это надо все держать. Вывели себя из этих отношений, можно сказать, за уши взяли и вытянули себя из этих отношений тяжелых, которые вас угнетали, загоняли в какую-то депрессию, пустоту. Решили распрощаться со своей стабильностью. То есть, если долго что-то останавливало, это вот стабильность, финансы, недвижимость. Здесь решили, что нужно с этим распрощаться. Уже как бы ничего не жалко. Да, все, что себя изжило, не двигалось, не росло, никак не развивалось, оставили, уходили, любя. Интуиция вам здесь очень сильно помогала. Возможно, обращались к тарологам или еще к какому-то специалисту. Ну и после всех вот этих глобальных изменений в вашей жизни сейчас, в принципе, живете, наслаждаетесь жизнью, ни в чем особо не нуждаетесь, еще даже умудряетесь помогать другим людям, животным, например. Есть у вас на примете, скажем так, король Пентаклей, мужчина земных знаков зодиака. Ну, к знаку зодиака не привязываемся никогда. Я так, по крайней мере, точно. Есть к нему чувства, вы влюблены, но здесь такое какие-то тяжелые отношения, такое чувство, что со стороны мужчины нет никаких действий и развития отношений нет. То есть вам симпатичен на данный момент сейчас мужчина, который, ну, при статусе, я имею в виду статус в обществе, да, престижная работа и так далее. То есть не бедствующий.
Королева кубков вы у нас вышли чувственная, женственная, помогающая, сочувствующая, такая очень добрая женщина и с таким добрым сердцем. Вы хотите, чтобы вот этот период в вашей жизни закончился? Приходится постоянно сражаться, что-то отстаивать, даже взять эту ситуацию, когда какой-то мужчина нравится, вот приходится сражаться, бороться, чтобы эти отношения как-то сдвинулись с мертвой точки. То есть хочется это все завершить, надоело, устали. Приняли решение, что сейчас будете работать над тем, чтобы избавляться от всякого рода зависимостей, в том числе и от человека, от мужчины и так далее. То есть приняли, здесь говорится о том, что правильное решение, что все, на что вы не можете повлиять, вы решили отпустить и не держать. То есть вы работаете сейчас над этим. Хорошо. Давайте посмотрим, какой мужчина будет вашим мужем. Возможно, мужчина, с которым вас связывают рабочие моменты. Либо он обратится к вам по работе, либо вы к нему по работе. Здесь какие-то рабочие моменты. Итак, какой мужчина? Мужчина по справедливости закончил какой-то этап в жизни. Здесь больше похоже на развод. Остался при достаточно больших деньгах, ресурсах. И, в принципе, не вижу здесь каких-то страданий и переживаний по этому поводу. Такое ощущение, что очень долго к этому шел, к этому разводу. Мужчина, который, так же, как и вы, обнулился, обновился, готов к любви, готов к отношениям, но, конечно же, присутствуют некие страхи. Угу. Ну, достаточно тяжелые отношения у него с бывшей супругой. Он от нее категорически закрыт, то есть ни общения, ничего не хочет. Окончательно ушел из этих отношений, все оставил в прошлом. Сейчас выходит он нам королем Пентаклей, удивительно, да? Не тот ли это мужчина, о котором вы думаете? Радуется жизни, хорошая работа, стабильность, в принципе, все его устраивает. Кайфажорит понемножечку. Хочу уточнить, действительно ли здесь кайфажорство такое. Ну, сам себе хозяин, что хочу, то ворочу. По жезлам. Ну, нет, здесь именно человек наслаждается тем, что наконец-то свободен и может делать то, что хочет, то, что ему нравится. Король Пентаклей. Давайте уточним. Этот ли мужчина, о котором вы думаете? Ну, я думаю, да, что это тот самый мужчина. Император, он может быть руководителем у вас на работе, например. Руководитель какого-то обучения, обучает, может, людей. Что-то здесь такое. Опять те же самые карты. Ну, с которым неясность, который не действует, с которым нужны какие-то глобальные перемены, чтобы развивались отношения. Ну, этот мужчина, получается, ваш будущий муж. Хорошо, давайте посмотрим, как будут развиваться события с этим мужчиной в ближайшее время. В ближайшие 3 месяца.
какая-то судьбоносная возможность появится, точнее, обстоятельства так сложатся, что вы предстанете перед ним в каком-то другом статусе. Такое ощущение, что увидит он вас как-то по-другому, вот волей случая. В каком-то другом свете он вас увидит. И пойдут тут новые энергии у мужчины. То есть он вас как приметит, понимаете? Как будто он не замечал вас до этого, вот в прошлом. В прошлом он вас видел как-то по-другому. А тут волей случая он с какой-то другой стороны увидит. И достаточно заинтересуете вы его. Но здесь еще показывается так, что мужчину сдерживало наличие семьи. Семьи, дома, стабильности. Ранее, да, вот в прошлом. Были моменты ожидания. Сейчас мужчина в статусе мечевого короля, то есть разведенный мужчина, который сам себе хозяин. Вот здесь можно прям так прочитать. Сам себе хозяин, волен делать все, что он хочет. Хорошо, как будут развиваться события в ближайшие 3 месяца? Начало нового, новые энергии, что по обману. Угу. Ну, смотрите, здесь новые энергии, начало чего-то нового. Там, где боролся, сопротивлялся, да, наконец-то. Но опять же идут рабочие моменты. То есть мужчина с вашей работы. И занимает он там какую-то руководящую должность по императору. Здесь такое ощущение, что по хитрости именно будет по работе этим мужчиной организована какая-то ваша встреча. Но сделает он это так, что это словно по работе. На самом деле это обман, он эту встречу как бы продумает, подстроит, по отшельнику прям продумает. Хорошо. Ну, то, что вас успокоит, где вам казалось, что закрыты дороги в прошлом, да, вас очень сильно удивят действия этого мужчины, вы почувствуете себя любимой женщиной, что у мужчины есть чувства к вам, и вот как-то вы здесь успокоитесь, придете к гармонии. Давайте посмотрим, какой это мужчина еще, чтобы его можно было узнать. Характер. Это мастер своего дела, у которого, ну, здесь карты вот очень просто говорят. Мужчина, который вам нравится, мужчина, с которым вы работаете, у вас общие рабочие моменты какие-то. Мужчина мастер своего дела, то есть профессионал. У вас к этому мужчине сильная привязанность, вот вас прям тянет, вы о нем думаете постоянно, мечтаете, что вот с ним семью и так далее. То есть это тот мужчина. Бездействие которого вот приводили вас к разбитому сердцу и 5 пентаклей, да, когда опустошение, да что ж ничего не происходит. Вы уже, в принципе, такое ощущение, что отпустили его, как-то отчаялись. Будь здорова, булочка. Отпустили, как-то отчаялись вообще, типа, ну ничего здесь не светит. Ну, вот мужчина кубковый у вас идет вам парой. Когда... скажем так, состоится свадьба. Покажут, нет? Ну, примерно. Вытащу 3 карты. 7. 4, 7. 4, 7. Но здесь такое чувство, что развитие отношений во многом будет зависеть от вас. Будете подпускать мужчину ближе, не будете, будете что-то позволять, не будете позволять, будете присматриваться и так далее. От 4 до 7 месяцев. Месяцев все-таки. 4, 6, 7 месяцев. Очень быстро.
Ну что ж, такой был первый расклад. Берем другую колоду и переходим к двоечкам. Так, я как раз немножечко переключусь. Илюшенька, хватит клацать своими когтями. Так, двоечки. Опять выпадает женщина, которая в Луне, которая пережила какой-то треугольник, где вот мужчина выбрал не ее. Или не выбрал, или вы его застукали, ну не знаю, какой-то треугольник здесь неприятненько. Какая вы? Ваша сигнификация? Напоминаю, это второй вариант. Сигнификация. Отшельник, женщина одинокая, которая завершила этап какой-то в своей жизни, этап, где было разбито сердце, было очень тяжело, очень-очень и очень, много было страданий, много было слез. Этот этап завершен, сейчас вы отшельник, скажем так, свободная женщина. Опять выпадают те же самые карты. То есть в прошлом было разочарование, вот эта вот боль. Треугольничек у нас ложится аккуратно на десяточку мечей, о чем говорит, что да, вот появление каких-то третьих лиц в ваших отношениях привели к разбитому сердцу, привели, скажем так, к боли душевной. Много слез было пролито. По Луне здесь... Ну, как-то это скрыто было, скрывали это от вас, а вы узнали. Вот королева мечей нам также это подтверждает, что вы в какой-то момент об этом узнали, да. Также нам говорят о том, что после этого всего сейчас вы находитесь в энергиях королевы мечей. То есть вы не позволяете своим чувствам преобладать над разумом, то есть у вас разум контролирует чувства, вы стали менее эмоциональны, вы стали меньше показывать людям свои чувства, эмоции, и также очень сильно обдумываете, что вообще кому рассказать. Здесь может проиграться вплоть до того, что вы своим подругам даже многого теперь не рассказываете, потому что вот есть горький опыт за плечами, да. Вот после вот этих изменений, да, произошло ваше как бы перерождение, вы стали совершенно другой личностью. Если раньше вы обсуждали с подружками все свои проблемы, свою жизнь, были такая открытая, доверчивая, то сейчас я говорю, вы в энергиях королевы мечей. Вы особо никому не доверяете, о себе много не рассказываете. Ударились в работу, погрузились в работу, прям так сказать. Ну и в принципе вы устали от всего. Вот сейчас чувствуется такая усталость, что вот надоели все, веры нет никому, и стоите в такой вот ожидательно-выжидательной позиции. Ну, попробуй, подойди к моему забору, я тебе вот этой кочерышкой и огрею, как говорится. То есть вы выставили свои личные границы и очень тщательно, как в аэропорту на досмотре, через рентген и металлодетектор пропускаете кого-то через свои личные границы. В общем, здесь так жестко прям. Давайте еще что-нибудь о вас. Здесь, ну, идет обнуление, прям действительно. Также у нас здесь женщина, которая сейчас идет в новое. Вы пытаетесь заниматься чем-то новым, чем раньше никогда не занимались. Какие-то знания получаете, какие-то поездки у вас интересные. То есть, скажем так, не сидите на месте. Здесь постоянно какие-то интересные новые вещи у вас происходят. Поездки, знания. Кто-то там на танцы записался, кто-то там рисовать хотел всю жизнь, на курсы рисования пошел и так далее.
после вот этой вот борьбы, да, скажем так, борьбы за мужчину, а потом внутренней борьбы, когда борешься сама с собой, своими мыслями и чувствами и так далее, вы обрели свою силу. Вот вы сейчас в своей силе, то есть вы прекрасно понимаете, чего вы хотите, когда вы хотите и куда вы хотите. То есть, в принципе, сейчас по девяточке кубков живу, наслаждаюсь жизнью, мне, в принципе, все устраивает, все хорошо, все замечательно. Ну что ж, если вы себя узнали, переходим к просмотру вашего будущего мужа. Королева мечей не сказала воздушный знак зодиака, но это не обязательно, это просто вы сейчас в таких энергиях. Что ж, ваш будущий муж. Сигнификация вашего будущего мужа. Какой он? Чего, кого, куда, зачем? Сигнификация вашего будущего мужа. Здесь мужчина вдруг осознал, что он очень хочет семью. Вот он хочет семью, хочет стабильность, хочет остепениться. И, в принципе, вот какие-то подготовки, да, к своей семейной жизни он уже делает, что-то взращивает мужчина. Здесь, может, бизнес свой начал, может, какое-то дело открыл и так далее и тому подобное. Но здесь вот прям по тузу мечей прям четкое понимание: хочу семью, все, и все для будущей семьи делает. Интересный персонаж, поехали дальше. Вышел мужчина из каких-то недавних разочарований, потерь. Сейчас уточню, что за потеря, потому что по пятерке кубков это может быть реальная потеря, когда умер человек. Вышел из этих переживаний, вышел из вот этой внутренней борьбы, или вообще у него какая-то там борьба была. Давайте уточним этот момент, что за потеря. Потеря семьи. Или кого-то из семьи. Нет, потеря семьи, потеря радости. Угу, треугольничек. Да, здесь вот история прям идентичная вашей. Тоже треугольничек, тоже потеря, переживания, слезы. Тоже здесь застукал женщину с мужчиной. И все, накрылась радость и семейная жизнь медным тазом. И очень долго мужчина переживал, очень долго страдал. Вот у него какая-то внутренняя борьба шла. Не мог он, такое ощущение, что женщинам доверять после этого. Вот всех женщин под одну гребенку стал мести. И только сейчас пришло понимание того, что, ну, как бы я хочу, наверное, семью все-таки. Не наверное, а прям хочу и прям все для этого делает, для будущей семьи, что-то там взращивает. Да, важно ему найти женщину. Действительно, мужчина сейчас один, отшельник, так же, как и вы. Ищет он себе императрицу. Вот женщина, которая четко знает, что она хочет, чего она хочет. Удивительно, да? Как вы, ваша сигнификация сейчас подходит под описание женщины, которую он ищет. Здесь мужчина прям думает о свадьбе, потому что шестерка жезлов в этой колоде – это свадьба. То есть хочу свадьбу, хочу вот такую императрицу, одну единственную на всю жизнь. Здесь мужчина помудревший, здесь мужчина себя проработавший, переработавший, заработавший. Ну, в общем, здесь все подумал, все осмыслил, все о себе знает, и так же, как и вы, прекрасно знает, что он хочет. Также вот смотрите, скрытости, неизвестности, обманы по Луне были, потом вот узнал, да, вот это все неприятное с треугольником. Также здесь пришло перерождение, страшный суд, и сейчас вот также по шуту вот, пробует что-то новое в жизни, себя как-то по-другому ощущает. Все то же самое, как у вас, удивительно.
вышел в свою силу также через все эти переживания. Сейчас настолько стал мудрым и опытным, что сейчас уже сложно будет этим человеком как-то играть, как-то его обманывать, потому что он, в принципе, на раз-два раскусит сразу. Король жезлов у нас огненный знак зодиака может быть. Работает, работяжка. Работы не боится, умеет зарабатывать, страстный такой, харизматичный, энергичный, может спортом заниматься. То есть у него он все время в движении, он как это, энерджайзер, ему постоянно надо что-то делать. Огненный прям, ну такой, знаете, мужчина, которого не заметить невозможно. Что за ограничения здесь? Угу, нам тут интересный факт такой говорят. Он как-то очень сильно привязан к своей семье. Ну, мне здесь показывают пажов, ну, вы поняли. Возможно, вот семья, которая распалась, там есть 2 детей, и очень он привязан, тут даже не привязан, тут ограничения, очень много у него обязательств перед детьми, и вот тут интересная такая информация, как будто вам ее нужно услышать. Скорее всего, ребенок, или, ну, может быть, дети, у кого-то проиграются дети, да, но здесь все-таки нам показывается, что та семья, которая была вот по дьяволу, да, по бездуховные отношения, там ребенок, и у него есть ограничения, обязательства, но он готов идти в новое с любимой женщиной и готов к появлению ребенка, еще одного. Вот, наверное, это вам важно было услышать, что мужчина здесь хочет еще детей от любимой женщины. Вот так. Ну что ж, как вы встретитесь, где вы встретитесь? Троечка кубков. Как вы встретитесь? И показывают нам троечку кубков, да? Угу. Как вы встретитесь? Каждый будет в своей стабильности, каждый будет занят своими делами, и вы как-то друг друга и не увидите. Вот прям не увидите. Угу. Тут мужчина первый на вас обратит внимание, вам он покажется каким-то мечевым, продуманным, каким-то безэмоциональным. Тут мне прям идет по картам, подкатит с чем-то. Ну вот нам здесь уточняют с бокальчиком. Возможно, действительно принесет вам бокальчик чего-то, и вот так начнется разговор, потому что по королю мечей это еще и разговор, да? Ну, вам он сначала не очень, чтобы и понравится. Вы такая, так двойственно. Что-то вас насторожит, что-то не понравится, а что-то понравится. Вот двойственная такая ситуация будет. Но это быстренько трансформируется между вами. И вот по десяточке кубков общение с ним вам очень понравится. Вы как-то будете расслаблены, в хорошем настроении. То есть прям такая комфортная обстановочка будет с ним. Угу. Ну, у мужчины вы сразу вызовете восхищение. Во-первых, он сразу приметит то, что вы женщина ухоженная, умеете за собой ухаживать, красиво одеваетесь. По королеве жезлов энергичная, огненная, что вы ему абсолютно подходите. Тут, кстати, мужчина заприметит, что
Вот эта женщина бы в роли жены мне очень даже подошла. Между вами будет общение. Опять я вижу, что здесь алкоголь, радость, такая, как это вот, на какой-то вечеринке, на каком-то празднике. Покажите, где эта встреча произойдет? В помещении, где? Девчонки, не пугайтесь по десятке мечей. Мне здесь идет окончание года. И звезда, да, новая звезда. То есть начало... Ну, я вот прям так думаю, что здесь окончание года и начало нового года. И он к вам, я же сказала, с кубком подойдет, с кубком. Празднование какое-то будет. Так интересно, такое ощущение, что вы сначала как-то не захотите пойти на это мероприятие какое-то. Ну, что-то вот вы ночь плохо спали, и что-то вот сердечко, опять вот какие-то грусть, тоска, печаль. Но потом все-таки вы решитесь пойти. Еще раз уточню, как скоро произойдет встреча. У вас есть интуиция, ну, она у нас у всех есть, господи. Ваша интуиция вам уже сейчас подсказывает, что что-то такое произойдет. И, кстати, вот это ваше состояние перед этим мероприятием, да, когда вот что-то ночь плохо спала, что-то какие-то кошмары снились, вот что-то сердечко ноет, это ваша интуиция вам подсказывает, что да-да-да, идет интересный момент. Угу. Здесь, я же говорю, здесь такое, это вопрос когда, когда. 4, 3, 2, 2, 3, 4. Такое ощущение, что здесь идет про время. Как будто на часах будет время. Так, я уточню. 6. Ну нет, здесь начали запутывать. Все-таки на старший аркан, если ориентироваться, то 2 недели. Ну, по Верховной Жрице 2 недели, обычно говорят 2 месяца, но здесь 2 недели. Потому что там показывали, что окончание старого и начало нового, да. И мы здесь думаем про Новый год. Но, конечно, в общем раскладе сказать про время, временной какой-то отрезок очень-очень сложно, поэтому приблизительно ориентируемся. Мы знаем, что это будет какая-то вечеринка, где мужчина с бокалом к вам подойдет. Все. Вот такой расклад был для двоечек. И переходим к третьему варианту. Пока немножечко я переключаюсь. Отключаюсь, точнее, от этих энергий. Мы возьмем другую колоду. Вот эту вот большую, интересную. И Верховная Жрица у нас на дне колоды. Верховная Жрица. Что-то, какую-то я вам сейчас тайну открою. Какую-то сейчас тайну открою. Итак, третий вариант. Ваша сигнификация. Какая вы? Ух, карты большие. Неудобненько. Итак, какая вы? Здесь показывается, что в прошлом вы боролись за то, чтобы мужчина сделал выбор в вашу пользу. Очень много вкладывались в этого мужчину. Но здесь разочарование, да. Мужчина был любимый, души в нем не чаяли, были очень сильно влюблены.
Но здесь разочарование. Разочарование, что вкладывалось, а выбор так он и либо не сделал, либо выбрал не вас. Разочарование в кубковом короле. Какая вы? Разбитое сердце. Идете в новое. Появились какие-то новые энергии, появились силы. Творить, создавать свою жизнь, да, строить с нуля. Как-то понемножечку вот от этого разбитого сердца отходите. Женщина свободная, очень яркая, харизматичная, светлая, солнечная, с такими приятными энергиями. Людям нравится с вами общаться, с вами как-то позитивно, легко. По верховной жрице здесь, конечно, может меня смотреть практик на данный момент. Либо у вас очень развитая интуиция и очень манкая энергетика, да, вот люди к вам тянутся, спрашивают советы, то есть такая мудрая и очень добрая и открытая женщина. Ну, победили вы тут какую-то ситуацию с королем Пентаклей. Была у вас беседа, очень достаточно серьезная, на ножах такая беседа. Ограничения какие-то, да, вот что-то ограничивало, сдерживало, мешало двигаться дальше. Вот именно с этим королем Пентаклей. Это может быть ваш бывший муж. Пентакли это показывает часто супруга. Ну, не обязательно. Возможно, он был женат, и вот нам же показали, что выбор должен был сделать. Ну, тяжело ему было сделать выбор. Вы его подбивали под это всячески. Так и не смог он сделать выбор, и решили вы, что вам нужно двигаться дальше. Какая вы еще? Помудревшая, повзрослевшая. Занимаетесь сейчас творчеством, своим делом каким-то. Вам очень нравится. Абсолютно какие-то новые у вас ощущения, увлечения. Что-то такое новое в жизни происходит, что ранее вы не замечали и не пробовали, да? То есть у нас уже третий вариант, и во всех вариантах выпадает аркан Шут. То есть обнуление, выход в новое. Пережили свою трансформацию, изменились. Также здесь идет женщина, которая изменилась до и после, да. Какие-то у вас вот прям творческие энергии, я чувствую. Вот здесь женщина творит что-то, рисует, поет, танцует, канал свой на YouTube ведет. Что-то здесь вот такое вот интересное. Но вы сейчас стали такой, после трансформации, такой более закрытый человек. Вы как-то научились абстрагироваться от сплетен, вообще от мнения людей, вам как-то настолько пофигу уже на мнение людей стало. Ну и сами такие достаточно закрытые, особо никого к себе не подпускаете. Королева жезлов у нас здесь, огненный знак зодиака может быть. У вас сейчас какое-то новое наполнение в жизни, и вы вот по колеснице, не скажу, что вы прям прете в свое прекрасное будущее, нет, здесь, скорее всего, вот желание показывается, желание вот новых отношений, чтобы все закрутилось, чтобы понеслось. Вот как бы в жизни все нормально, и уроки я прошла, и выводы сделала, ну, хочется любви, хочется романтики, чтобы вот это все закрутилось. Вы женщина достаточно яркая, вас сложно не заметить, харизматичная, артистичная, очень у вас много талантов. Выпадала нам жрица верховная, здесь еще королева жезлов, возможно, вы обладаете какими-то способностями, практикуете.
эзотерикой увлекаетесь, таро увлекаетесь. Ну, что-то вот здесь, может, просто практик в плане медитации, там еще и так далее и тому подобное. Здесь вот прям хочется новых отношений. Вы готовы к новым отношениям, как говорится, прыгай, мужчина, в кибитку и погнали. Тяжелым грузом из прошлого тянутся по 8 жезлов. О чем вы мне здесь? Вот уже хотела сказать, но поняла, что это не совсем то. Ну да, немножко вот как-то, не немножко, здесь вот все равно тяжелым грузом из прошлого тянутся сказанные мужчиной слова в ваш адрес. И по 9 мечей вызывает это в вас какие-то определенные страхи, но я бы здесь сказала комплексы. Вот то, что мужчина в порыве гнева там или во время ваших разборок вам что-то такого наговорил, у вас это отложилось в памяти и появились какие-то комплексы. Достаточно тяжело с ними бороться. А что за комплексы здесь появились? Ну, не комплексы, может, триггеры, но что-то здесь вот сказанное им. Здесь такое ощущение, что мужчина очень сильно манипулировал. Манипулировал прям длительное время. Все, я поняла. То есть мужчина с помощью манипуляции вами управлял. То есть здесь какие-то прям такие достаточно абьюзивные отношения, понижал очень сильно вашу самооценку. И вот сейчас до сих пор вы с этими последствиями боретесь. То есть здесь об этом. Хорошо, если вы себя узнали, давайте посмотрим сигнификацию вашего будущего мужа. Ваш будущий муж. Закрытая карта. Лол. Секретная информация. Secretion information. Так, хорошо. Сигнификация вашего будущего мужа. Мужчина стабильный, мужчина, имеющий стабильность, уже имеющий накопление, недвижимость. То есть здесь показывается именно, что состоявшийся мужчина. По 2 жезлов может как-то в дороге постоянно пребывать, но это еще не точно, это надо уточнять, но то, что планирующий, это точно. И мне вот прям здесь идет такое ощущение, что планирующий семью. Ну и в принципе человек семейный, для него вот важно вот это семейный очаг, домашняя еда, вот все за одним столом, вот такое. Такое ощущение, что здесь мужчина действительно хочет семью, действительно он показывается очень семейным человеком, но в то же время он, знаете, ищет такую женщину, которая будет достаточно спокойна в проявлении своих эмоций, не будет вот это взбалмошная, как это сказать, импульсивная, неуправляемая. То есть нет, вот он именно говорит, хочу семью со спокойной, мудрой, рассудительной, сдержанной женщиной. Вот в перспективе хочу семью с такой женщиной. Вы у нас там показывались огненной королевой, жезловой, а это импульсивность, это взрывоопасность, это бомба, которая херакнет в любой момент, извиняюсь. Поэтому, как бы, знаете, это вам тут надо поспокойней быть. Угу. Был
точнее, были за мужчиной грешки, когда он, ну, несерьезные отношения строил так, на пару месяцочков погуляю с этой дамой, да, ну, нечестно строил отношения в том плане, что несерьезно. Вот этот вот у него какой-то период закончен, потому что, ну, нам же показали вначале, да, что мужчина планирует семью. То здесь пришло осознание того, что вот эти уже легкие отношения, интрижки, это уже неинтересно, мужчина это перерос. Да, вот по 9 кубков, радость жизни, кайфажорство, клубы, девочки, рестораны, вот это все нет. Тут уже мужчина готов как бы получить шанс на создание семьи. По 9 жезлов действительно готов. Уже прошел и Крым, и Рим, и как бы готов к семье. Хорошо. Ну, здесь мужчина мечтает действительно о семье, мечтает о жене, мечтает о взаимной любви. Здесь прям такое ощущение, что мужчина ищет именно взаимной любви, да, когда два человека взаимно любят друг друга, взаимно друг в друга вкладываются, взаимно друг о друге заботятся. Дом очень хочет, общий дом, чтобы там было уютно, чтобы там его ждала его прекрасная жена. То есть здесь такой достаточно интересный мужчина. По рыцарю мечей мужчина, вот мне, знаете, в сочетании этих карт мне здесь идет такое, что мужчина может быть спокойный, такой рассудительный, но происходит какая-то ситуация, он моментально переключается, становится агрессивным, то есть может и напасть там, и еще что-то. Вот здесь мужчина такой, когда надо, он как говорится, не засыт, да, здесь переключается моментально в такого медведя-гризли. А потом хобана, и он снова такой пушистый медвежоночек. Вот что-то здесь такое. Ну что ж, давайте посмотрим, когда произойдет ваша встреча. Когда, никогда, как произойдет ваша встреча. Как произойдет ваша встреча. Угу. Ну, такое ощущение идет, что вы будете разочарованы, даже не так. Почему мне идет получение наследства? Я что-то не пойму. Как будто вы придете куда-то отказываться от получения наследства. Почему нет его? Почему мне вообще наследство какое-то идет? Я не понимаю. Так, сейчас, подождите, стоп. Почему мне идет наследство? Почему наследство? Объясните. Мир. Сила. У кого-то действительно будет что-то с наследством связано. Действительно. У кого-то по работе получение, как это сказать, получение, как будто вас как отправят на получение знаний, чтобы вы стали более таким ресурсным работником. Но вы как вот сначала отказывались, не хочу я, вот это вот все. Ну, к вам типа как применят силу, на вас надавят, чтобы вы поехали на эти курсы. А ехать действительно придется в другой город, может, в другую страну. И, в принципе, вы потом этой идеей загоритесь, то, что эти курсы или это какое-то обучение принесет вам, ну, в будущем возможности. То есть, в принципе, вы сначала будете сопротивляться, а потом вам эта идея понравится. Хорошо. Какое-то обучение, связанное с работой. И... Угу. Какие-то судьбоносные... Почему вы мне здесь?
что-то как, что-то тяжелое будет в вашей... Вот какую-то работу вы должны будете сделать, да, во время этого обучения, и что-то у вас возникнет какая-то трудность, какая-то тяжесть с выполнением этой работы. И такое ощущение, что волей судьбы, случаем, этот мужчина, такое ощущение, как придет вам на помощь. Да, и сразу аркан влюбленные. И туз кубков, ну как бы все. Что здесь говорить? Вот действительно, судьба просто одно судьбоносное действие, и вы встречаетесь с этим мужчиной. Курсы, обучение, у кого-то вот точечно, девчонки, не у всех, вот у кого-то прям точечно что-то будет связано с наследством и какие-то трудности в получении этого наследства, или вы отказывались от этого наследства, а тут мужчина вас как-то проконсультирует или убедит в обратном, или как-то поможет, ну вот что-то такое. Но это не у всех, это прям вот единицы. У многих здесь вот будет именно какие-то курсы, обучение, может, на какие-то лекции поедете, на какой-то семинар, вот где получают какие-то знания, понимаете, по работе именно, да, для развития, для вот такого, чтобы вы были такой ресурсный, богатый в плане знаний человек. Девчонки, вот такой у меня для вас расклад. Эта встреча очень... серьезно, глобально изменит вашу жизнь. У нас здесь аркан смерть и шут, два старших аркана. Прям глобальные изменения. Вы станете любимой, единственной, неповторимой королевой кубков. И вам вот такое ощущение, что будет ясно все, никаких вопросов, никаких сомнений по поводу этого мужчины у вас не будет. Здесь шестерка кубков, как, знаете, встреча родственных душ. Вы мечтали о таком. Вот как будто ваша мечта исполняется. Вы нашли свою родственную душу, ощутили себя императрицей, и вы это все заслужили, моя хорошая. Вот такой, девчонки, у меня для вас был сегодня расклад. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь, поставите лайк. Напишите комментарий, я правда читаю все комментарии, мне безумно приятно, когда вы их оставляете. Это мотивирует меня снимать для вас видео дальше, снимать для вас видео почаще. Что ж, я желаю всем любви, здоровья, счастья, благополучия, любящего и надежного человека рядом. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.